это ручная работа. Закалка трудный процесс. И у нас получается очень красивый дол, он незаменимый друг человека. Без ножей как жить-то будем? Я не хочу такой нож продать. Всех приветствую, всем Муру Айкал. Меня зовут Андрей Каратаев. Я из рода маленького села Барагон, это Белийский район. Сейчас мы находимся в селе Мая, на мой мастерской. Кузнечным делом я занимаюсь где-то 6-7 лет. А у меня это в деревне были настоящие великие кузнецы. Здесь я их видел. А тут познакомился с местными ребятами. Они меня там показывали, как делать, что там. И после этого я уже сам делал. И у меня учителей повсюду, так скажем. Я в основном делаю из стали 40-13. Простой, мягкий сталь. Как раз для начинающих подходит такой материал. Берем где-то 10 сантиметров, и оттуда должен выйти где-то 13-14 сантиметровый нож. У меня ручка другая, от другой отличается. Вот видите, эта сторона чуть-чуть поменьше, а тут побольше. И эта форма должен быть похож как на ясу. Мне нравится просто клинок, как перо похож. Все делаю ножи со следами, но в основном медведя. Я нож делаю на 3 дня. 1 или 4 штуки за 3 дня делаю. Сегодня будет ковка, потом завтра уже будем закалка, будем точить, и потом поставим ручки, и следующий 3-й день уже у меня будет шлифовка ручки, и делаем ножны. И все, потом готов к продаже. Вот берем пруд, и оттуда мы где-то 10 сантиметров нам хватит. Перед ковкой мы положим вот сюда оладьи, чтобы он нам помогал. И вот сюда. И все. И начинаем ковку. Так. Ставим насос. Ну, я это не постоянно делаю. Год, 2-3 раза кормлю печь, там положу оладьи и так далее. И мастерской в каждом углу у меня можете найти оладьи. Чтобы попросить, чтобы все получилось. Сейчас будем ковать на молоте, потом вручную. Где-то 800-900 градусов должно. Сейчас будем делать хвостовик.
На этом мы закончили на молоте. Сейчас делаем вручную. Изначально должен быть все, постараюсь делать аккуратно. Один нож. Используем все эти молотки. Бить сильно не надо там. Сейчас делаем дом. Якутский нож, в моем понятии, это второй друг, скажем так, человека, а не только мужика, а в общем. И он универсальный. Он не только должен строгать дерево или для охоты, он должен работать везде. Чтобы получить хорошую форму, не надо торопиться. Я хочу делать без следов молотки. И тут надо бить аккуратно, все. Якутский нож отличается прямой пуск и долг, наверное. И деревянный, это ручка деревянная. Я думаю, это остались следы молотки, поэтому это считается долом. На мою точку зрения, раньше металл был слишком мало, поэтому из-за этого они делали дол, чтобы вытягивать металл. Широкий дол, это я впервые видел, это татинские мастера делали. После этого, наверное, пошло. Сейчас ставим клеймо. Так, у нас это клеймо лапы медведя. Сейчас будем делать рисунки. Тут бить сильно не надо. Все. Еще раз печку. Ковку мы закончили. Получили форму, которую я хотел. Все, сейчас как остынет, потом делаем закапку. Муфельная печь. Там надо ставить пока 800 и пусть греется, потом ночь поставим там.
Ну, ковали, получили форму, которую мы хотели. Я хотел бы, все должно быть идеально. Изначально все. Лезвие, обувь, дол. Я не люблю, когда нож кует по-разному, получают разные формы. Потом силой гриндера не убирает это остатки. Диаметр лезвия должен быть одинаковый. Оп. Все, идем. Мы уже поставили нож на закалку. Как поднимется температура, мы будем использовать трансформаторное масло. Берем корректку для ручки. И оттуда сейчас возьмем на болстер. Я на болстере использую рог горного барана и оставляю эту форму, чтобы было смотрелось красиво. Все. Почему я использую это на болстере рог барана? Потому что он твердый и, по моему мнению, на рог барана материала много. Вот, например, вот рог барана. Полностью все используется. А вот тут, вот видите, у нее середина полностью как губка. Видите как? С дырками. Поэтому используется только эта часть. Тут то же самое. Сейчас вот здесь берем, и вот тут уже полностью это начинается как губка. Это только можно использовать для декоративного работы. А на болстер надо брать оттуда, и все. Это рог лося. А это изюбры. Я выбираю рог барана. Вот что у меня еще есть. Карельская береза. Полностью все. Тут у меня черный граб. Это тоже идет на декоративных работах. Это после стабильки. Видите? Будет красивая ручка, он должен быть. Это кап березы. Это. Вот чувствуете, когда после стабильки он станет тяжелее, чем это. Все материалы покупаю, желательно много оптом. Впервые я начал работу это макалка, дейбир. Вот они фото. Меня мама учила. В это время у нас WhatsApp вообще не было, и через СМС как делается. Потом построил мастерскую и начинал делать это. Кухонные наборы. Стулья, сундуки делал.
Ну, как подорожали материалы, и перешел на делать нож. И потом, ну, раньше занимался этими якутскими, скажем, посудами, это катыя. Все они из капы березы. Вот видите, как он красиво смотрится, рисунок красивый. И можно тоже это, как это, камса, трубка. Могу показать, вот игольница. Вот сделали из дамасской стали. Это ручная работа, не готовая игла. О, вот это целый день делают. Первый раз, первый класс. И хотел бы показать, вот настоящий традиционный якутский материал. Вот из такой камни, ну, делает вот такой сталь. Из этой стали мы берем вот такой нож. Делали раньше. Мы тут это ребятами, местными ребятами делали сами. Вот видели, какой красивый рисунок. Кришное железо. Да, целая бригада тут надо. Сперва такие много камней надо найти. У нас в районе нету таких. Где нам надо ехать это Нерингери, Амунга, Вилюйские районы. И надо перевести, и там надо сделать маленькие вот такие куски. И получать такое железо. И сам этот процесс очень долгий. Не торопя, аккуратно все надо. Очень капризный материал. Поэтому они очень, наверное, дорого стоят. Ну, и я не хочу такой нож продать. Так, это называется кулус. Опытными ребятами сделали, посоветовали, помогали как делать, показывали. Это у нас бычий хвост. Это при ударе, чтобы не сломалась ручка, используется. Это бычий хвост. Ну, как клей. Это тоже достаточная работа. И для охоты, и как надо, для лед, как пешня, можно использовать. Есть такая работа, копье. Это в этом году первое место занял в Алдане. Тоже опытными ребятами делали. Используют воины, наверное, чтобы издалека убить противника, наверное. Да? И для медведя, для охоты, чтобы прямо идти медведь с длинной ручкой. Делаем закалку. Вот у нас сейчас температура поднимется на 1040. И будем вытаскивать нож. И будем закалку на трансформаторном масле. Широким долом это закалка трудный процесс. Все это сейчас фиксируем. То они были ровные, прямые. Все. Пусть остынет. Трансформаторное масло это держит температуру. И мы могли бы через это воздухом закалку делать. Но мне нравится такой процесс. Потому что они одинаковые. Просто тут сложнее, чем воздухом. Так, смотрим. Сейчас проверим на твердость. Если будет царапать, у нас получилась закалка. А если нет, то придется заново
Вот. Где-то 60-61 есть. Но это говорит о чем он становится хрупким. И если царапает, он будет ломаться лезвие. Поэтому сделаем отпуск. Мы должны найти середину металла. Делаем отпуск на 1 час. Ставим и где-то на 180. И мы его сюда пока положим, пусть остынет. Потом будем тестировать еще. Так, вот нож остыл. Мы сейчас... У нас второй тест. Это называется... Наступая ногой, мы проверяем. Это он должен согнуться и выпрямиться. Он должен сделать фиксацию. Если была бы трещина, он бы лопнула бы. Самое главное, фиксацию делать, значит, вроде нормально. Правильно закалка и правильно сделал отпуск. И будем сейчас шлифовать. И будем дальше тестировать лезвие. Мой единственный фартук, мне жена сама шила из старой кожи. Мне удобно этим. Так, я люблю работать на гриндере, поэтому у меня гриндеров, скажем, много. У каждого гриндера своя функция. Сейчас ставим чуть мелкость, 120 зернитость. Самое сложное это все. Тебе надо полностью делать на 100%. Тебя никто не должен отвлекать. Надо делать полностью. Нож должен делать один человек. Вот мы пока закончили черновую шлифовку. Вот видите, у нас получится ровная линия. Так и должно быть. Дальше будем шлифовать. Я это специально оставляю. Ну, скажем, у меня почерк такой. Учеников, ну, были ребята, ну, уже один сам самостоятельно занимается дома, один редко делает, переходит сюда, делает. Но в основном я люблю один делать ножи. Нож должен делать один человек, как говорится, всей душой, потому что это мы делаем инструмент, который должен помогать людям. Сейчас будем держать по-другому. Тот же шкурка. Вот видите, появились царапины. И мы это сейчас убираем. Все, почти закончили. У нас самой мелкой шкурки нет, поэтому будем нож травить.
И тогда у нас не должно быть видно царапин. Так, травить будем мы на электролите. Это автомобильный электролит. Наливаем кипяток. И вот сюда положим. Вот видите, как идет реакция. Подождем 10 минут. Давай это на улице положим пока. Убираем нож. Вот. Вот такой он черный став. Сейчас оттуда будем убирать это. Вот видите, алкалина. С помощью щеткой. Для полировки у нас здесь мы используем такой круг. И у нас это кожа. Убираем лишнее. Это тоже называется полировка. Так, сейчас у нас черновая заточка называется. У нас шкурка зернитость 600. Так, меняем шкурку. Дальше будем точить вручную. У нас есть алмазный брусок. Мы точим со стороны дола и отталкиваем от себя. Так, вот таким же движением. Так, брусок поворачиваем. Тут у нас самое мелкое. Повторяем то же самое, но с этой стороны вот так. Немножко уклон делаем. Вот, мы сейчас видим, что там нет трещин. И у нас получилось очень красивый дол. Даже почти нет следов молотки.
И у нас линия тоже очень красивая получилась. Мы будем тестировать лезвие. Так, у нас это рог косули. Он очень плотный материал. Пока вроде нормально. Будем строгать дерево. Вот прям хорошо идет. Вот. Видите? Вот. После этого, если режет бумагу без усилий, значит, можно готов к работе. Где-то тут поломалось, это ничего страшного. Сейчас еще полировку сделаем. Ну, вроде нормально. После заточки мы сделали полировку лезвия. И сейчас проверим вот следующий этап у нас. Сейчас проверим, кончик сломается, нет. У нас пока не сломался, целая. Во. Ну, иногда 3-4 раза получится. Но сегодня у нас 2 раза полировку сделали. Нож. Лезвие ножа целое. Хорошо режет. Дальше форму сделали хвостовика. Чтобы сохранить свои пальцы, мы используем канцелярский скотч. Так, форму хвостовика делали. Делаем больстер. Отметим, где надо сверлить. Рисуем форму ножа примерно. У нас получилась такая форма. Так, идем дальше. Мы сделаем отверстие, пока он куда не идет. Да? Сейчас дальше берем тряпку. Обматываем лезвие. Так, фиксируем и греем с помощью газового баллона. Это называется отпуск хвостовика, чтобы он был пластичным, чтобы не сломался при ударах. Пока она теплая, да? Ну, если больше вот так. Вот, видите? Потом обратно. При нагреве мы делали 2 в 1. Хвостовик мягче стало. И больше
и поставили больстер. Так, больстер у нас взял свою форму хвостовика, что там было все ровно. Так, мы сделали зачечку, чтобы клей тут держался на рукоятке. Рисуем форму хвостовика, где там мы будем сверлить. Примеряем глубину. Ну вот так. И дальше будем забивать. Раньше вручную там форму сделать. Сейчас смотрим, ровно или нет. Вроде нормально. Так, для этого я клей использую такой момент столер. Он очень хороший. А раньше использовал пластик, но и пластика что-то не понравилось. Он вообще нож не держит. Так, немножко прессуем. А пилка и клей, это когда перемещается, он хорошо держится. Так, такой тонкой проволокой мы там внутри перемещаем. Делаем как раствор. Для больстера я использую такой клей. Супер клей. Он очень мощный. Хорошо держит. Подождем где-то 5 минут. Так, сейчас мы снимаем из струбцины. У нас, как говорится, повторный клей. Так, щеткой убираем клей. Вот он прям жестко держится. Сейчас можно же сделать форму ручки и рукоятки. Так, у нас клинок получился 13. Тогда рукоять тоже делаем 13. Если клинок у меня 13, то рукоять должен быть тоже 13. Один к одному. Но некоторые делают короткий или наоборот. Ну, почему то я так делаю? На грубой шкурке сделаем уже форму рукоятки. У нас есть такой станок.
Так, дальше шлифуем уже на финишную. Каждого человека должен быть нос, не именно якутский нос, у всех, но разный нос должен быть. Но мы будем это все равно свой якутский нос рекламировать. Он незаменимый друг человека. Он надежный, без ножей, как жить-то будем, можно так сказать. Без ножа никак. Это, конечно, наша культура, и мы должны передать дальше, чтобы якутский нож дальше развивался. Да, вот у нас финишная шлифовка сделана. У нас получилась вот такая форма. После краски мы увидим рисунок тарелки. Так, у нас Марика. Давайте беновые будем использовать. Эй, мокко. Сейчас делаем ножны. Для вкладыши я использую 5 пленку, толщина где-то 2 мм. Он очень прочный, долговечный. Короче, вот так работаешь. Все время туда-сюда бегаешь. Так, греем. Чтобы делать форму. Так. И на гринде сейчас делаем конкретную форму. Вот так у нас получилась вкладыш. Бумажка же ветеран. Элит Титанус. Это ковка ножа у меня, это хобби. Я люблю находиться здесь после работы. Я сам работаю в Сахатрам-Тегазе. С утра до 5. После 5 у меня начинается тут своя жизнь, скажем так. Я не профессиональный кузнец и не считаю себя кузнецом. Это просто хобби. Будем прижимать, чтобы клей хорошо держал. И где-то подождем 10 минут. Мы используем такие золотистые заклепки.
Так, сейчас мы будем шить в 2 нитки, чтобы она не порвалась. Этим занимается обычно жена, помогает. Якутская ножи делает любой. Если ты хочешь делать, ты можешь, наверное. Сейчас век такой, все написано в интернете. И тут, конечно, нужно труд, характер. Бывает, когда ножи вообще не получается. Как будто сверху тебе хотят проверяют, сломаешь или нет. Тут тоже надо шить аккуратно. Вот видите, 2 нитки должны пойти параллельно. Вот. Каждый нож, конечно, имеет свой характер, но все зависит от хозяина, я думаю. На какую руку попадет. Я, например, нож делаю в хорошем настроении. Поэтому мне удобно работать один. Я всегда работаю в наушниках, слушаю там песни. Не люблю, когда мне звонят во время моей работы. Я конкретно выложен на 100%, чтобы делать один нож. И вроде умоляю, что служил долго. Попал в хорошие руки. Он должен просто помогать своему хозяину. Когда у тебя куча проблем, там тебе нельзя, в этот день тебе нельзя делать нож. Это все как будто передается. Делаем отметку, где нам надо вырезать, чтобы было аккуратно. Сейчас это выравнивать будем на гриндере. Для подвеса мы используем вот такой у нас якутский традиционный из конского хвоста. Так, это тоже мне плетет жена, помогает. А раньше я купил это у других мастериц на иную цену. Потом у жены попросил, что она сама училась по мастер-классу и сделала. Ну, это как оберег и традиционный. И вот третий он красиво смотрится. Так, вот матываем так. Вот так у нас получилась рукоятка после полировки.
Очень красивый рисунок у нас. Так, и последний этап. Выбираем этот канцелярский. И нож уже почти готов. Все, мы закончили якутский нож, он уже полностью готов. Все, нож острый, уже в рабочем состоянии.